Ну что, с новым 2022 годом? Да, я чутка опоздал с этим. Желания браться за это видео почти не было, но по-хорошему надо бы его сделать. Ибо подводить итоги и рассказывать что-то о вышедших за год видео уже стало традицией. И заодно немного о том, что происходило в жизни. В начале 2021 года, спустя, наверное, лет 6, я вновь начала выкладывать в открытый доступ фотографии с лицом, так как в итоговом видео сделала Дианон. Пусть даже тогда еще можно было найти какие-то мои фотки в заколках интернета. Не показывала я лицо долгое время не во имя какой-то таинственности, а из-за некоторых внутренних комплексов и просто заниженной самооценки. Видео я стала делать уже в первых числах января. От скуки и на канал склад рандомного контента, который просто хотелось куда-то выкинуть. В то время начался бум из мема с Ламаром из GTA 5. Я к этому форсу подключилась, ибо у меня появились некоторые идеи, которые захотелось воплотить. По итогу, один раз поиграла с редактором Rockstar. Одно видео, сделанное буквально минут за 15 с парочкой очепяток, внезапно выстрелило. Тамошний видеомиллионник за год набрало еще 4 миллиона. Но, впрочем, какое все это имеет значение. Актив на этом канале порой спадает, но в целом держится довольно стабильно, в отличие от основы. Хотя конкретно на нем мне это совершенно не нужно. На основе же первым видео за год были ответы на вопросы, новую часть которых я в скором времени, наверное, начну пилить, ибо уже почти прошел год. Отвечу на то, что на протяжении нескольких месяцев скидывалось в обсуждение в группе ВК. И за несколько дней до того, как сяду его делать, напишу в посты в группе и в сообщество на ютубе соответственно. Большую часть января я просидела над анимацией Байтон. Да и вообще в этом году у меня то и дело одни только юмористические анимации выходили. Ну а что? Смеяться полезно. Думаю, о ней я и так уже достаточно сказала в эволюции SFM анимаций, так что нет нужды время тянуть. И тогда же я доделала видео, которое было снято где-то в конце 2019 года. Я все еще угораю с того теста фанфика, что я решила зачитать в конце, и с мемеса про Антона. И после этого момента вы стали встречаться, и так произошло, что Шэдой, точнее в твоем мире его звали Антон. Антон! Оля! Это мой отец. Здрасте, Антон. И буквально сразу же вернулась к видео, сценарий которому писала еще летом 2020 года, где я попыталась разобрать сцену из Форсеса и покопаться в персонаже Тейлза, ибо анализировать персонажа мне нравится. Я бы, конечно, хотела делать подобные видео и с другими персонажами, но все это время мне было как-то влом. Я могу посвятить видео Наклзу и тому, почему он не охраняет Мастер Изумруд, но, может, ответ на этот вопрос вас разочарует. К концу февраля я сходила в салон, где мне покрасили волосы и вернули им нормальный вид. Летом прошлого года я покрасила волосы фиолетовый, и к концу года они начали выглядеть не очень, так что это было необходимо. В конце февраля за 4 дня я сделала АМВ по выходившим в то время Higurashi Go. Мне оно очень понравилось, и, конечно, в очередной раз я взяла песню одной из любимых групп. Я еще 2 года назад, когда в первый раз услышала эту песню, хотела сделать на нее АМВ, но не знала на что. Конечно же, я хотела еще одну сделать, но как-то не продвинулась. И оно набрало 10к за 10 месяцев. Ну, ладно, в принципе. Спасибо, что не повторил судьбу моего мэпа или еще чего. Перед этим, чуть ранее, я хотела сделать гейм-мьюзик-видео на игру, которая лишь вскользь упоминалась на моем канале в одном видео. Но как-то все заглохло еще на старте. Уже в начале марта на свет родился этот шедевр, который вышел 1 апреля. С тех пор я захотела осваивать Blender. Но я до сих пор рак в нем. Не знаю, как быть с камерой, как фреймы делить, как правильно делать симуляцию физики и коллизию. Да блин, у меня даже с кифреймами порой проблемы возникают. Затем еще одно видео с разбором момента из Forces. Сейчас бы я, наверное, кое-что в нем поменяла. Следующую анимацию сделала довольно быстро, ибо она была не такой уж сложной. Хотя, конечно, эта маска длиной в вечность. Ух. Где-то в то же время я присоединилась к новой мэп-группе. И для первого мэпа сразу начала делать 2 части. Но через пару дней взяла еще одну. Первая была сделана в SFM, и сейчас она мне нравится лишь наполовину. Третий парт я посвятила Team Dark, и он норм в принципе. А парт с Элис я до сих пор считаю одним из лучших. Говоря об Элис, именно в это время у меня наконец-то сработал триггер, заставивший меня сесть за написание сценария к видео в защиту принцессы Элис. В то же время я даже нарисовать ее умудрилась. После выпуска видео я была рада знать, что помогла кому-то иначе взглянуть на персонажа. Конечно, оставались еще люди, которые словно пропускали всю сказанную видеоинформацию сквозь пальцы и снова швырялись опровергнутыми аргументами. Впрочем, YouTube comments, am I right?
И к моему счастью, в то время у меня появился новый микрофон, так что больше не приходилось мучиться, записывая звук на iPad через наушники или на микрофон с не очень качественным звуком. В конце апреля я начала смотреть «Атаку Титанов», которую хейтила годами ранее, и поняла, что все это время многое упускала. В то время я хотела сделать АМВ до выхода второй части 4-го сезона, но вот она уже начала выходить, а я не сдвинулась с мертвой точки. Зачет! Собственно, после просмотра мне захотелось сделать видео с историей знакомства с аниме. Мне его озвучка как-то очень трудно далась, но вроде особо никто, кроме самой меня и парочки человек, на это не жаловался. И после этого видео я лично пообщалась с человеком, которого смотрела уже несколько лет, но никогда не думала, что мы начнем общаться. Привет, Жень. После я полноценно сделала здесь анимацию, которая уже 15 месяцев как должна была быть готова. В промежутках работы над ней я сделала парт для мэпа на 30-ю годовщину Соника. И в этот раз мне таки пришлось посвятить ее Сонику, ибо песня буквально про него. И в конце мая у меня взломали 2 YouTube канала. Аоицки, тот самый, куда я выкладываю рандомные видео, и давно закинутый канал для спидпейнтов. К сожалению, вовремя среагировать не успела, и на первый канал прилетел страйк за распространение хакерского контента или нарушение авторских прав, я точно не помню. В общем, мне тогда пришлось рвать зад с этими усиленными мерами защиты, сменами паролей и страхом, что это может коснуться основного канала. Но все обошлось. Я никогда не ожидала лично столкнуться со взломами. Это было внезапно, без перехода по левым ссылкам, без сообщения о приобретении канала. Это просто произошло. И если бы не какой-то мимо проходящий комментатор, что написал под хакерским видео, я, может быть, даже и не заметила, что это происходит, и могло бы стать слишком поздно. Так что этот человек – мой герой. Возвращаясь к анимации, просидев над этим проектом месяц, он был готов. Но набрал почти нифига. Что немного обидно, потому что animation is hard. Я, конечно, попыталась сразу сесть за следующую анимацию, но из-за фризов проекта надолго моих сил не хватило. В 20-х числах июня мы вылезли на пляж, после которого я, сюрприз, так и осталась бледной поганкой, сколько бы времени не проводила на солнце. А вы вот такую фигню знаете? Лично я на нее больше не ногой. Я там чуть не умерла. А на следующий день у нас город затопило. Правда, я живу на возвышенности, и, собственно, у меня этого добра не было. Так что устроить заплыв посреди проезжей части мне не удалось. В последние дни июля я вернула себе фиолетовые волосы. Точнее, не совсем, я просто заказала фиолетовый парик. И вернулась на LPS-туб! Точнее, снова не совсем. Я просто создала еще один канал, чтобы перезалить туда один мусор. Потому что у некоторых не было возможности посмотреть его в ВК, или же просто навыка перехода по ссылкам. Ну а так весь дальнейший контент на этом канале лишь связан с коллекционированием игрушек. Потому что, если это было недостаточно очевидно, я большой ребенок. И одна из самых удивительных вещей, я решила вновь заказывать LPS с eBay. Тех, что уже лет 15 не стоят на прилавках магазинов и стоят как целое состояние. Так что если вдруг у вас или ваших знакомых завалялась коллекция таких игрушек год за 2010 или раньше, то имейте в виду, что возможно у вас на руках лежат игрушки стоимостью с 11 iPhone, если не больше, а может и меньше. В то же время сделала еще один парт для другого мэпа. И да, мне наконец-то удалось сделать парт с Наклзом. Он мне очень нравится. Парт, в смысле... хотя, ладно. В середине июля я вновь была в салоне. А еще вышел мэп, часть для которого я сделала еще в ноябре 2020 года, которая в свою очередь была переделкой части из начала 2019 года для мэпа, который не вышел. Ее я делала еще на лагающем компе, и в ней есть небольшие отличия от первой версии. Но большим отличием является новое начало и то, что она заканчивается в другом месте. Все же не считаю это своим лучшим эдитом. Еще одно видео, давно ожидавшее своего череда, вышло немного позже. Вообще на видео с Анджелой у меня были чуть более грандиозные в кавычках планы. Для всего фанфа я хотела сделать кривенький визуал в Гаррис моде, а всю стёбную концовку сделать в SFM в стиле первоапрельской анимации. Но в итоге просто задолбалась этим делом и отказалась от этой выдумки. Затем на меня вновь потихоньку начала накатывать депрессия, которая становилась сильнее в августе и начала отступать лишь к сентябрю. Однако я все же согласилась принять участие в еще одном мэпе. Хотя башка совсем не варила, оттого я не совсем довольна тем, что вышло. В мыслях все выглядело хорошо, а на деле я то и дело встревала на светокоре, ибо ничего не нравилось. Затем, то ли из-за скорого выхода нового поколения MLP,
то ли просто потому, что захотелось какого-то мультяшного антидепрессанта, я начала марафонить 4-е поколение MLP, попутно вспоминая истории, связанные с ним, приводя в порядок деньговыжималки, то есть игрушки, что у меня есть, и зародилась мысль о создании видео о знакомстве с MLP. И не знаю почему, но мне очень нравится это видео. К слову, домарафонить G4 я так и не смогла. Меня не хватило ближе к середине 9-го сезона. Да, в очередной раз убедилась, что где-то после 4-го и 5-го сезона мне тяжелее дается просмотр. Ну вот наступил сентябрь, и я решила сделать анимацию по The Hole. По сути, это был первый скетч томский, который я посмотрела. При том, что еще годами ранее я смотрела ASDF Movies раз 500. Но знать не знала, что это от того же канала. Вообще делать ее изначально не хотела, но все же решила сделать, потому что скетч мне в принципе нравится. И в конце концов это опять-таки первый скетч томский, который я посмотрела и который вывел меня из тлена. И хотелось уж как-то оживить канал новой анимации после почти 3-месячного застоя. Ушло на это где-то 2 недели, и анимация нехило выстрелила, став первым миллионником на канале. Чуть погодя я узнала, что дыра вроде как была популярным мемом в ТикТоке. Да, я вообще не в курсе всех этих ваших трендов, если что. Говоря о ТикТоке, на нем некоторые личности делали перезаливы моих работ. И ладно бы хоть указывали Томску как автора скетча и меня как аниматора, но нет. И набирать просмотры, перетягивая все внимание и хвалебные отзывы на себя, не сделав по сути ничего для этого. Мои комментарии кем-то игнорировались, а кем-то просто удалялись. И лишь один человек удалил видео и извинился. А поддержка ТикТока вообще ничего не делает. В общем, в очередной раз осознала, насколько же это мусорная платформа, по крайней мере для меня. Но пришлось и туда прийти, чтобы мониторить подобную ересь и самостоятельно заливать туда свои работы. Вот и вышел MLP G5, на который я решила сделать эдакий обзор, ибо почему нет. Сейчас мое отношение к G5 абсолютно никакое. С тех пор, как я сделала обзор, у меня ни разу не возникло желания пересмотреть фильм. Любимого персонажа нет, все еще считаю дизайны 5 немного блеклыми, ровно как и некоторые имена. Но сериал я все равно посмотрю, когда он выйдет. Из любопытства, что там сделают. Действительно что-то интересное и достойное внимания, или простое паразитирование на поколение Лорен с актуалочками и посредственностью. В октябре я сделала еще 2 анимации, так как рвение творить хоть на какое-то время ко мне вернулось. Так вышла анимация небольшого отрывка из интервью с Джуничи Канемару, на создание которой ушло лишь несколько часов. Ну и Наклз не спас Руж. И эта анимация родилась вообще спонтанно. В то время я решила понемногу взяться за ремастеринг Knuckles vs. Rouge. Тогда я хотела лишь переделать последнюю минуту. Не целиком, правда, а лишь некоторые моменты. Ну и там вообще все пошло-поехало. Немного материала поменяла, освещение в каких-то местах, что-то анимировала по новой или допилила. Тогда же я случайно поставила рендер на Image Sequence. Сначала я хотела сделать фейспалм, ибо считала, что жестко тупанула, но тут же осознала, что это наоборот было хорошим решением. Ведь если рендер умрет на полпути, я не потеряю ту часть, что успела отрендериться, и картинка перестала становиться темной. С тех пор я стала рендерить так. И еще я стала больше играться с постобработкой. И вот, закончив переделывать концовку, я в очередной раз прокрутила в голове песню Сержа Танкиана «Лай-лай-лай» на моменте, где Руж подскользнулась и упала, и решила... А почему бы не сделать из этого отдельную анимацию? В конце концов, я хотела вставить эту шутку еще в прошлогоднем итоге, но не стала. И довольно быстро я это сделала. Конечно, как и ожидалось, был новый наплыв комментариев. О, почему она не полетела? У нее же есть крылья. Без попыток хоть как-то пошевелить мозгами. Я тут распинаться не стану, ибо и так уже все это сделала в закрепе. Скажу лишь, что контраргументы по типу «Это же вселенная со сверхзвуковым ежом, тут физика не работает», заставляют меня кринжить так, как я не кринжила еще никогда. Ну да, забьем, что в этой вселенной сверхзвуковой еж все же поддается силе элементарной гравитации. Дальше я впервые решила попробовать себя в подкастах. Параллельно все же пытаясь сделать хоть какие-то МВ. Но спустя несколько дней неплохого прогресса руки опускались. И в тот момент я начала подозревать, почему это происходит. Порывшись глубоко в интернете и своей собственной жизни, я начала подозревать, что у меня вполне может быть СДВГ. И если это так, то это действительно многое объясняет. На Хэллоуин традиционно просмотр старых видео вышел, и лично у меня это сейчас самая любимая часть. А вот моя подруга умерла от кринжа. V-Orb я тоже не планировала делать. Но после дыры некоторые захотели ее увидеть, так как это по сути сиквел. Но я такая, ладно, сделаю тогда уж. В процессе меня все устраивало, но через некоторое время я поняла, что меня не устраивает то, как я делаю анимации по скетчам.
По большей части я пыталась повторять оригинал, то есть движения, действия, по сути добавляя разнообразие лишь изредка. И я поняла, что не хочу этого. Так что со следующих анимаций постараюсь выложиться на полную, чтобы сделать все более экспрессивным и стать еще лучше. Через пару дней я снова вернулась в After Effects. После нескольких месяцев отдыха от МВ из-за отсутствия вдохновения и мотивации делать что-либо. Я взяла часть в мэпе, в котором изначально не приняла участие из-за вышесказанных причин. Но так как был застой, из-за того, что некоторые участники не отвечали на напоминания... Прям как у меня с мэпом было. Я впервые стала заменой. И эта часть вышла очень классной. Затем вопросы по анимациям, и я от них подустала. Поэтому снова решила от всего отдохнуть. Сначала посмотрела аниме, которое пылилось у меня в ящике какое-то время, Мадока Мэджика. Мне понравилось. Следом замарафонила еще один свой любимый мульт. И не успев посмотреть и половину первого сезона, я вновь расцвела. И ровно как и с MLP поймала себя на мысли, что я обязана посвятить этому видео. Еще я слегка удивилась, узнав, что у меня есть немало зрителей, которые тоже очень любят это шоу. Мы вообще интересные люди. Прячемся где-то в норах и не показываемся, пока кто-то вдруг на секунду не скажет: «А вы помните, что было такое шоу?» И мы все такие: «Да, и мы еще живы!» И как же все-таки много для меня значит вой, оказывается. Я вдохновилась на рисование, на эдитинг, позже на завершение проекта 3-летней давности. Да и вообще, мне без него просто грустно. Сразу после него я решила посмотреть относительно недавно вышедший мульт от Крейга и других людей, что работали над вой. И в целом он мне очень понравился. Даже каст из прошлых проектов присутствует, включая оригинальных актрис Суперкрошек, что озвучили персонажей, которые буквально являются отсылкой на Суперкрошек. Ну что сказать, жду в 3-м сезоне Джека и Ноль для полноты картины. Сразу после мне захотелось начать смотреть оригинальных Суперкрошек. Да, давно пора. И пока еще смотрю. Ну серьезно, Крейг, мадюд, как ты это делаешь? Почему у тебя такие шикарные шоу? В общем, дальше еще один подкаст, и на этот раз довольно длинный. И вот последнее видео 2021 года. Кошки зло. Наверное, за это мы их и любим. Ну, знаете ли, случай с упавшей гирляндой посреди ночи я этой няколки прощать не собираюсь. Вечно она лезет на шкаф, при том, что боится высоты, и потом неуклюже спрыгивает с него, снося все и вся на свой... О чем я говорила? Ах да, ремейк MV Little Bits. Хотела начать его делать я еще в июле 2018 года, во времена работы в Sony Vegas. Я там не сделала ровным счетом ничего. И по-моему тогда я слегка переоценила свои силы, обрезав песню лишь до 2 минут. Даже не представляю, чем я там планировала хронометраж забивать. Возможно, я хотела сделать очень много типографии. Ладно, но делать это в Вегасе? Земля пухом я из прошлого. Какое счастье, что я тогда так и не начала его делать. В марте 2019 я вернулась к этому проекту, перенеся его в After Effects и немножко обрезав песню. На тот момент я лишь делала первые шажки в освоении After Effects, поэтому делала много лишнего и что-то делала неправильно. Например, интро буквально состоит из композиции, в композиции, в композиции, в композиции, в композиции, в композиции, в композиции. В то же время я решила попробовать сделать липсинг. И вот с этим уже все вышло хорошо. С тех пор проект был заморожен до недавнего времени. Ведь меня наконец-то посетило желание его доделать. А так как опыта в After Effects у меня теперь намного больше, особо мне ничего не мешало, кроме последующих бед с рендером. Чего я тут только не делала. Типография, липсинги, маски, много масок, векторы. И в итоге я просто обожаю эту работу. Кстати, изначально этого момента не было. И без него переход во второй припев выглядел довольно резко. Меня это не устроило, и быстро пошевелив извилинами, я придумала, что можно воткнуть между ними. У меня зародились еще идеи для парочки МВ по вой, и возможно хотя бы одну из них я в недалеком будущем сделаю. Все же, как я уже сказала, для меня это шоу сильный источник вдохновения. А теперь немного рандома. В этом году я впервые посмотрела «Пилу», только первую часть. Не ожидала, что она окажется настолько годной, и что мне может поплохеть от одной сцены. Мне реально показалось, что меня стошнит во время сцены с Амандой. С моей-то уже давно стойкой психикой. Да, я просто неосознанно поставила себя на место персонажа, и мне стало противно. В ноябре я посмотрела «Мист» или же «Мглу». Забив на графон монстров, мне также вполне понравилось. Впервые за долгое время появился персонаж, который меня жутко раздражал. Постоянно в голове вертелись вопросы: Silent Hill, Half-Life, это вы? А потом нарыла инфу, что они действительно были вдохновлены Мистом. Да, все сошлось.
И днями позже я посмотрела Shawshank Redemption, или же Побег из Шоушенка. Да, я до этого ни разу не смотрела его и в принципе не знала, о чем он. Угадайте, кто затопил соседей слезами? Я. В этом году я стала чаще слушать русскую музыку, но в основном старые песни, ибо новинки по-прежнему мусор. И полностью осознала, что очень люблю классическую музыку. 8 марта я купила себе 3 тома манги Темного Дворецкого в одном из фэндом-магазинов своего города. И это была пустая трата денег. Перевод корявая, от себятина, сделанная на коленке, которая лежит в интернете куда только не глянь. Сканы все так же некачественные. И единственный толк от них – их красивые обложки украшают полку. Из-за подскочившего актива на ютубе я получила с него довольно неплохие деньги, которые я и мои родственники тратили на некоторые необходимые нам вещи. У меня это был новый графический планшет, ибо старый, которому 5 лет, перестал работать. Некоторые обновления для компа, и внешне он больше не похож на офисный компьютер. Самыми долгожданными новоприобретениями для меня были новый компьютерный стул и стол с огромной полкой для всяческого стаффа и игрушек. Я давно мечтала о полочках с гирляндой, и как же приятно наконец-то иметь это. Также сбылась небольшая мечта, которая была у меня еще с конца 2017 года. Я очень хотела мягкие игрушки каких-нибудь сониковских персонажей. И к моему удивлению, мне удалось найти их у себя в городе. Целых 4! Ранее я еще и Пикачу нашла по хорошей цене. Какой же он клевый. Ну и меня снова покрасили. Ну и напоследок. В ноябре моя интернет-подруга из другой страны предложила мне отправить друг другу посылки со всякими вкусняшками и еще чем-то. Мне идея понравилась, но я не сразу согласилась, ибо у нас начали вводить QR-коды и все эти прочие так называемые меры безопасности. Я просто не была уверена, что смогу попасть в магазины. Но по итогу все оказалось не настолько плачевно, и в декабре мы все же начали собирать посылки. Я получила свою 3 января. Это был первый раз, когда я получала подобные посылки, и я решила сделать обзор на это дело. Enjoy! So, what's in the box? Господи, какая милашка. Дальше идет Милка. Я предполагаю, что она на вкус будет как Милка-елочка, которая мне очень нравится. Кажется, мармеладная, насколько я помню. А, ну да, тут написано мармелад. Гений. 3 стайки. О, магнитик. Найс! Kinder Joy, который я попросила, потому что у нас я не видела обычных Kinder Joy, только с какими-то фигнями. Это Kinder типа или я не знаю, они просто... Фу, блин, черно-белые. Красно-белые. Клубника, банан. Классный вкус, мне нравится такой. О, есть и браслетик. Давно не носила браслет. Чаечек. Нифига тут свою. О, это я больше всего, по-моему, хотела попробовать. Чаечек. Да ладно еще. Еба, раз. Да, отдаем честь. Мира, дорогуша, зайка, Пуся моя, ты так много мне отправила, что мне аж стыдно за свою посылку стало. Ладно, надеюсь, я тебя не разочарую, и ты не бросишь меня. И сейчас... Ну, тут как бы все, лучше уже не будет. Он не такой красивый, но все равно нет. Это прекрасно, это чудесно, это заслуживает места на моем столе. Let's fucking go. Yeah. Напоследок распаковка Kinder Joy. Ей. Интрига. Короче, шутка на миллион. Распаковка Kinder Joy крашнулась прямо на моменте, где я распаковывала содержимое. Ну, короче, там попался вот этот мужчина. В общем, типичный, скатившийся киндер со своими игрушками, для которых нужно скачивать приложение, чтобы поиграть с нашим мусором, да. Ведь вы покупаете игрушки, чтобы скачать приложение и засрать память телефона, разве нет? Верните киндер старый, пожалуйста. Сейчас я, конечно же, съела почти все содержимое. И могу сказать, что кокосовое печенье было просто шикарно. Настолько шикарно, что я съела его чуть ли не за день. Мне очень понравилась розовая шоколадка, батончик и шоколадка с подобием M&M'sa. То огромное количество шоколадок по вкусу действительно похоже на киндер. Шоколадка с фундуком на вкус как Милка с фундуком. Говоря о Милке, я была права. Она по вкусу похожа на новогоднюю Милку в форме елочек. Черничные и мармеладные шоколадки довольно неплохие, чаи вкусные. А свою посылку я сломала ноготь, спустя буквально несколько дней после похода в салон. Самый везучий человек во вселенной. И, наверное, на этом итог 2021 года подходит к концу. Я, пожалуй, не буду строить никаких планов на 2022 год. Организованность и выполнение планов – это не мое.
Как получится, так получится. Сейчас я просто хочу поблагодарить всех и каждого из вас. Тех, кто меня смотрел, поддерживал, оставлял приятные отзывы, общался. Большое вам спасибо. Удачи в 2022 году. Thanks for watching. Sayonara.